Если вы собираетесь в Аргентину, возможно, здесь рожать ребенка, либо получать гражданство, либо просто хотите сменить место жительства и жить в Аргентине, тогда для начала, мне кажется, нужно посмотреть на цены. Это многим интересно, какие цены сейчас в Аргентине, и они очень сильно изменились. И, конечно, мы начнем, я скажу, не с самого дорогого магазина, но и не самого дешевого, по типу нашей ленты, либо Ашана. И давайте посмотрим, что нас ждет. Обязательно уберите детей от экрана, будет очень жестко. Заходим в магазин. Здесь сразу смотрите, какой сервис. Оля. Что-то предлагают. Оля. Фрукты. Нас угощают на входе фруктами. Я тоже хочу очень попробовать что-нибудь. Очень приятно. Welcome drink. Да, welcome drink. Gracias. Gracias. Ну что, будем смотреть. Я пока не заглядываю в цены. Мы сейчас, наверное, пойдем посмотрим на... Кстати, можно увидеть бытовую технику. Давай посмотрим. Это тоже очень интересно. Здесь такой прикол, сейчас буду рассказывать. У них какая-то проблема с бытовой техникой. Мы когда искали квартиру, апартаменты, где жить вообще на Airbnb, и очень мало было с нормальной бытовой техникой. То есть очень мало квартир со стиральными машинками, со стиральными машинами, с да. микроволновками, с холодильниками, да совсем. Вообще Да, совсем. нет пылесосов. И у них какая-то проблема с импортом. То есть они импорт прям не дают сюда завозить, либо гнут огромные пошлины, типа как сейчас там вот этот Трамп, не Трамп придумывает. Поэтому сейчас посмотрим, сколько что стоит из бытовой техники. Почему так? Ну, к примеру, это что? Ну, это не микроволновка, это просто тостер. Это как тостер, да. В общем, просто убираем 0. В среднем будем считать так, просто убираем 0. Получается, что это примерно 3000. Это примерно 6000-6200. То есть какие-то тостеры. Ну, давай посмотрим лучше на стиральные машины. Почему в квартирах так мало стиральных машин? Смотрим, миллион. Миллион это получается 100 тысяч рублей. Да. То есть вот такая обычная стиральная машина 100 тысяч рублей. Слушай, они все в районе Миллион. 100 тысяч. Да, тоже миллион. 100. Ой, а тут вообще 1 600 000. Да. То есть это сколько? 160 тысяч рублей. Это Samsung. Это потому что вот они как раз привозные у них. Да, вот они. У них любая вот такая фирма, то есть, естественно, те, которые нам известны. Приличная. Да, пожалуйста, это не приличная, по-моему, обычная, вообще какая-то непонятная no-name. Она стоит так же практически. Да. 94 тысячи рублей. Ну, если там по хорошему прайсу урвать, может и 85 выйдет. Но Ну вот это, смотри, любимые это микроволновки. это бешеный прайс. Больше 20 тысяч рублей. Микроволновка 24 тысячи рублей просто обычная. Не, подожди, давай, вот это обычная микроволновка. Ну ладно, 16 тысяч рублей. Но это как бы, я не знаю, это просто, ну такая, знаете, раньше такие 500 рублей, я помню, стоили. Ну ладно, я, наверное, Ну у совсем нас, оборзел. ну у нас, ну не знаю, сколько она. Ну 1500 Венера такая. 21 тысяча рублей, 27 тысяч рублей. Знаете, я когда сюда ехал, я говорил, да ладно, пофиг, что квартира без микроволновки, да? Купим. Ты все говорил, да ладно, если что, купим. Я говорю, просто купим. А что такого микроволновку купить? Она же стоила всегда раньше 5000 рублей. Я просто давно микроволновки не покупал. Ну вот такие вот цены на самые дешевые микроволновки 20-30 тысяч рублей. Ну, газовые эти штуки тоже не будем смотреть, понятно, 70-60 тысяч и так далее. Пойдем дальше, увидим что-нибудь. Ну, холодильники тоже прекрасно, 100 тысяч, 76 тысяч, 64 тысячи, самый маленький. Эти вообще по 120 тысяч. Ну, как бы вот такая история. А смотри, вон здесь по 50 тысяч и дороже, и по 70, и по 80, и по 100. Вот эти вот доисторические погружные стиральные машинки. Максимально неудобные. Да, максимально неудобные. И большинство жилья, которое мы смотрели, там как раз вот такие. Да, и первое Да. жилье, которое у нас было, то же самое. Еще у них проблемы не только с бытовой техникой, но и с качеством одежды. То есть особенно те люди, которые привыкли, особенно, например, в странах СНГ, к хорошему качеству, или к турецкому какому-то качеству, или к итальянскому, то когда сюда приезжаешь, я вот в первый день приехал, мы пошли пошопиться прямо по центральной улице, я начал трогать каждую одежду, и я такой, да это вообще носить невозможно, а цены дикие. То есть, я не знаю, тут просто, ну это понятно, это Ашан какой-то, но к любой вещи прикоснись, и это просто клеенка, сено, и я вообще не знаю, с чего они это все делают. Ну, типа, и все по 5000, там, по 10 тысяч. Ну, это здесь как бы дешевые вещи, наверное, да. Вот тут, пожалуйста, две какие-то дешевые. 1400 там и так далее. Но в магазинах у них дикие цены. Просто чтобы вы понимали, обувь примерно стоит от 10 тысяч рублей и выше. Обычные вещи, вот я толстовку смотрел, сколько она стоила, тоже там
7 Да. 10 тысяч толстовка, ну типа вообще лоу-класса какая-то, просто no-name эконом, где-то 7-10 тысяч стоит толстовка. Вот такие дела. Типа купи, 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 купи. Вот этот будет потом вот так вот говорить, если что. Скажи, мне вообще все равно, кино снимают, со мной кино, классно. О, Ты как скоро раз поедешь в смотри, путешествие. аргентинская корова. Аргентинская корова. Стейк. Классная, классная. Вот это вот на память, да, об Аргентине. Мы так любим здесь мясо. Оно просто божественное. Смотри, вон бумага. Ну, бумага здесь, кстати, особенность какая? Она вся однослойная. Здесь вот, и она, причем, она очень дорогая, бумага. Видимо, у них с лесом, да, какие-то проблемы, я не Наверное, знаю. да, как бы вот, смотрите, 4 рулона однослойной бумаги. Ну, такие они еще потолще, иногда бывают вообще Ну, отвратные. 400 рублей. 450 рублей где-то Ну примерно. да, то есть, получается, один рулон в среднем 100 рублей стоит. Так что живете в России, хватит жаловаться. Там все очень дешево. Пожалуйста, Но- толковка, вот я ее называю толковкой, толковка просто вот. Даже без аромата Франции, там, аромата персика или еще какого-то. Здесь вообще этого нету. И Да, это за да. 450 рублей. Это у нас там всякое ароматизированное, с какими-то узорами, да какой только нет вообще. Ну да, чтобы попка была довольна. На любой вкус. Здесь такого нет. Но я скажу, что зато у них в каждой квартире есть биде, да, биде это Да, называется. биде. То есть они по большей части, они просто пользуются биде, а бумага не особо у них в почете. Да, но она такая дорогая не из-за того, что она не в почете, она такая дорогая, потому что у них реально проблемы с деревом, с пластиком и со всем остальным. Мы сейчас еще посмотрим там какие-то легкие такие, как они называются, бытовые приборы, всякие салфетки, не салфетки, они просто бешеных денег у них стоят. И уникальная особенность Аргентины – это, конечно, вино. Ну, то есть оно стоит вообще дешево, я считаю. Причем здесь вот по 4200, это по 400 рублей примерно вино. Ну, тут, ладно, 900, здесь такое подороже есть. Но в обычные магазины, если зайти, вот по 400 опять, то есть у них по 200, по 300 и по 500 рублей вино есть. У них очень дешевое вино, скажу, и оно вкусное, на удивление. Оно реально вкусное, и все, кто пробовал, все говорили, что это прям классно. Вино здесь качественное. Так что так. Пиво. Посмотрим на пиво. Но начнем с чего-то известного. Например, вот обычный Хейникен. Пожалуйста, безалкогольный 260 рублей. А вот такой, значит, 330 рублей. 310 рублей. Просто баночка Хейникена, если что, 310 рублей. Пожалуйста, Миллер вот этот вот обычный, вот это вот. Блин, можно прикалываться или нет? Моча единорога, короче, 300 рублей. Ну это вообще, я не знаю. Это, я помню, в детстве мы, конечно, его пили. Ну ладно, в молодости. Даже Гиннес есть, смотрите, Гиннес. Гиннес 350 рублей и обычный Хейникен. Конечно, лучше Гиннес выпить. Но где-то у них есть вкусное пиво. У них, кстати, очень вкусное пиво есть. Сейчас Местное, да? Местного разлива. По-моему, местного. Но вот это что-то выглядит так вот тоже как то. Но сейчас я его найду. Вот я найду. Как раз его вот берут здесь, смотрите. И вот это я просто попробовал. И реально вот это Роха, вот это Рубио, они очень классные. Ну и вот это тоже очень классное. То есть пиво прям у них огонь вот это. Ну, кто любит пиво, пожалуйста, приезжайте, пробуйте. Прикольно. Подходим к запрещеночке. Я признаюсь, я очень любил, ладно, может быть, люблю, но любил газировки и чипсы. Это моя слабость была. И вот, пожалуйста, газировки. До встречи со мной. Одна маленькая бутылочка фанты, 90 рублей, но мы сейчас еще дальше покажем. Это вот 90 рублей маленькая. Если там взять Турцию, я смотрел, я там пил, по 20 с чем-то рублей. Кока-колу и фанту вот такую маленькую. Но чипсы здесь это удивительно. Я перестал есть чипсы. Спасибо, Аргентина, тебе огромное, потому что это самая вредная штука, вы знаете, на земле, которую есть нельзя, но мне очень нравилось. И, например, вот обычная пачечка Лейс, вот обычная, 330 рублей. Ну ладно, может быть и 300, если смотря как доллар купили. Обычная пачечка 300 рублей. Чипсов нафиг не нужны деньги тратить. 460. Огромная 770 рублей пачка чипсов. Вот это ведро, вот эта ТВ-пачка, которая у нас стоит сколько, наверное, я не знаю. Я Ну, без 200. понятия, любимый, я такое не ем. Я тоже не знаю, 200, наверное, рублей стоит. Даже местные, если посмотреть, вот 240 рублей, 240. В общем, здесь перестаешь кушать всякую фигню. И хорошо. И как раз надо. Вот, про что я говорил. Посмотрите, комбо тут, конечно, два огромных вот этих галлона яда стоят 600, ну там 50 рублей. Вот так. А вот, конечно, достопримечательность Аргентины Мгм. это стеллажи с мясом.
Оно здесь, знаете, вот как вот у нас там Black Angus, мраморное, туда-сюда. Здесь даже в магазинах свежайшее, вкусное мясо. Ну просто посмотрите, как оно выглядит, особенно вот это с прожилками. Вот это будет очень вкусное. И стоимость килограмм здесь где-то 1600 рублей за килограмм божественного мяса. Вот здесь, например, 8700 какая-то скидка. А вообще у них в мясных, отдельно если заходить в мясные, то примерно 1000 рублей килограмм стоит божественное мясо. Мы тут подсели, правда. Мы не ели вообще в России мясо, да? Да, потому что оно ужасное. Да, оно не очень было. Мы вообще полностью слезли с мяса и ели только рыбу. И здесь мы подсели на мясо, мы практически его каждый день едим. Мы готовили, вот знаете, раньше делали бифстроганов, вот так вот жаришь, вот нарезаешь на кусочки, жаришь, и вот кушаешь, оно такое жесткое, как жвачка. А тут мы просто пожарили, я пожарил мясо, ну и вот можешь сказать, как это было, я не знаю, это было вкусно? А это было божественно. Это было божественно. Но оно такое, знаете, было как... Вот в ресторан заходишь и телячьи щечки кушаешь. Я раньше в ресторанном бизнесе работал. И получается, что чтобы такое мясо сделать, его томили в сюиде 8 часов. Специальное такое оборудование есть. 8 часов томили, чтобы оно было такое мягкое. Здесь достаточно час его, я не знаю, потушить. Час. Ну, час 30, ладно, потушить. И оно становится такое же божественное, представляете? Поэтому в Аргентину обязательно нужно ехать за тем, чтобы попробовать мясо. И не только. Вот мы уже увидели что-то еще тут одно интересное. Смотри, это национальная сладость батат. Дульче это у них сладкий. Ну, батат это вот картофель такой есть. Да, такой. Мы как-то раз взяли, а она на самом деле в таком количестве везде продается, то есть, значит, это действительно едят люди, употребляют. Но не очень, как вот на вкус как какая-то, ну, как мармелад, что ли. Да, по типу желе, мармелада. Желе. Ну, и она такая вроде бы сладкая, вроде бы картошка, не поймешь. Ну, или вообще. вроде чуть как яблочное пюре немножко, да, напоминает. Яблочное пюре в 100 раз вкуснее, конечно, Ну да, чем это. вкуснее, да. Ну, Я попробовал, у меня сразу отвернуло, я есть такой не хочу. ну так, 1 килограмм 450 рублей. да. Они, кстати, очень любят сыр. Смотри, какой размерчик. Так, пару бутербродов сделать. Конечно, возьмем сейчас. И сыр, кстати, Нет. очень вкусный. Вот это. Ну вот это. Но это уже на неделю, наверное. Что вообще такое? Очень вкусный сыр. Мы тут кушаем пармезан. И это прям настоящий пармезан по вкусу, как в Италии. Сколько стоит? Давай посмотрим. Здесь у нас, получается, сыр стоит за килограмм 18 800 рублей за килограмм. Это просто сыр, который вот натереть, я не знаю, как у нас легкий какой-нибудь. А пармезан мы кушаем, он стоит примерно, ну есть за 20 тысяч, это за 2 тысячи, а есть за 3 тысячи килограмм. Он просто такой прям самый такой ядрененький, самый такой мощный. И вот раньше не любил вообще пармезан, а сейчас просто без него жить не могу. Мы просто очень любим его. О, зеленушечка. Ну вот тут она Ой, здесь она максимально вялая. такая, да, подвявшая. Нет, это кошмар. Мы обычно зелень берем в лавках в овощных, но на самом деле зелень тут копеечная, практически бесплатная. Настолько я люблю вот эту траву, эти зеленые салаты. Ну тут, да, тут такое печальная зеленушка. Мы берем 3 вот таких вот Пучки большие. огромных Пучка. шпината. 300 или 100 рублей? 100 рублей, Да я не по-моему. знаю, что это очень дешево. Нет, Я по-моему, вот 100 редис- рублей. Ну, типа бесплатно. Я Практически бесплатно. беру огромный пучок редиски. В России я просто его тоже брал, любил. Она здесь типа стоит там 75 рублей, наверное, примерно. И она тут божественная. Все время как будто лето вообще. Классно, очень. Да. И еще вот что у них тут есть. Брюссельская капуста. Вот эта брюссельская капуста, она у них тоже там килограмм стоит рублей 200-300, недорого. И очень вкусная. Ну, здесь, кстати, вообще прям ужасно выглядят овощи, я скажу. Ну да, Вот здесь как, вообще. ну, они какие-то старые здесь, что ли. Да. В принципе, в Аргентине есть все виды овощей. Вот капуста очень дорогая. Тут, чтобы сделать борщ, Примерно столько стоит, 300 рублей примерно. это выйдет в копеечку. То есть если у нас капуста, она обычно вообще копеечная. О, это, кстати, Артишок? артишоки. Я была на аргентинском вечере, он назывался «Вечер артишоков», и это был мастер-класс. Там показывали, как правильно готовить. Это на самом деле достаточно дорогой овощ-цветок. Ну, вообще есть нечего там. Там вот эти вот лепесточки, ну вот он просто дорогущий, с ним возни. Ну, там суть, конечно, в соусе, нужно правильный соус под него сделать. И, в общем-то, это вот отваривается все,
листик вот так вот отламывается и естся только вот начало вот этого листика. То есть это вот сидеть, я не знаю, даже вот с наша эта рыба-то мелкая, корюшка. Даже с корючкой возьми меньше, чем вот с этими артишоками. И ты сидишь, вот обсасываешь вот этот листик, по сути, ну, как, не знаю, как семечки поесть. Ну, в общем, То есть фетиш на любителя. Да, то есть ты и не поел, а время потратил. Понятно. А я еще увидел, знаешь, что вот огурцы, а у них огурцы это прям ужасно. Огурцы ужасные. Нет, Мы здесь не покупаем огурцов вообще. Да, вот Да, огурцы- но мы нашли, помнишь, тогда огурцы, они стоили 1000 рублей килограмм. Огурцы нереально вкусные, как у нас в России, Да. такие пупырышничатые вот Ну, эти. это вот было один раз, нам повезло. Да. А так нет. Зато у них очень дешевые цитрусы, как в Турции. То есть лимоны, апельсины, мандарины, это прям все. Да, а Сколько? на апельсины у них часто акция 2 килограмма там за 100 рублей. Да? Да, Здесь, что-то наверное, так такое же? очень-очень дешево стоит, но здесь Ну, вот здесь подороже. акции нет, здесь как бы 100 рублей 1 килограмм, но в целом в лавках можно найти, да, такие акции. Ну смотри, здесь даже вот есть наранжа, вот это хуго, это для сока за 90 рублей, пожалуйста. Мне тут дорогу перекрыли. Сок вот мы очень любим, жалко, у нас нет соковыжималки в квартире. Что еще? Бананчики, ну такие привозные, очень много привозного, да, здесь. Яблоки, вот Да. этот вообще прикол, яблоки. Ну, эти еще, кстати. Нет, вот эти. Ну-ка. Так они все, нет, смотри, к яблокам подходишь, и вот смотрите на яблоко сейчас. Да-да-да, вы видите вообще, как оно как будто блестит? пластик какой-то вообще, они все выглядят не как настоящие яблоки. Ну и стоимость такая вот, под 200 рублей. Но они за килограмм. Да, и они реально все намазаны вот воском или чем-то, они прям все Да, такие у ну, не них. знаю, откуда они их везут. Даже если вот эти взять. Но эти, кстати, больше похожи на натуральные, Ну да, но тоже блестят. да, эти более-менее. Но они стоят уже 300 А, за да. килограмм. Кстати, вот смотрите, да, у нас это наоборот такие дешевые обычно, Да, да. а здесь дороже. А у них то, что красиво, да, то дороже почему-то. Любимые яйца. Самое интересное в Аргентине. Яйца! О, хуёвос! Хуёвосы, да. Хуёвос они называются. Вот, И не вы зря. понимаете, да, почему они называются уже Не так? зря хуёвосы. Смотрите, как это выглядит. Написано это вот так. Вот оно. Это здесь элитный товар. Элитный. Если у нас девушки ходят по городу с маленькими сумочками, то здесь, вы обратите внимание, это нормально, когда просто люди ходят вот так вот с яйцами по городу. То есть, видимо, где-то ухватывают цену поприятней и готовы с ними идти километры, потому что действительно это вот на вес золота. Ну, потому что эти 3 десятка, внимание, стоят 890 рублей. Ну, 850 там и так далее. Да, и это обычная цена. Это, Обычная. кстати, недорого Это, здесь да, еще. это дешево. недорого. Нет, если мы сейчас посмотрим на дюжину, это 12 штук вот там где-нибудь, мы да. удивимся. Ну, это потому что оптом, да, оптом дешевле. Маты, А, пожалуйста, масло, А? посмотри. Просто подсолнечное масло 500 рублей. да. Это 900 миллилитров. Мы, Так что готовьтесь к ценам. да, мы тут, кстати, здесь же все пьют маты, и мы сопротивлялись до последнего, что это за трава, Ой. почему ее все пьют. Но сами недавно сдались и купили упаковку. И знаете что? Нам понравилось. Мы начали заваривать маты каждый день. Это действительно очень тонизирующий напиток, бодрящий. Там огромное количество витаминов, минералов, антиоксидантов. Я сейчас рекламу маты сделаю. Да-да. И хоть этот напиток и тонизирует, но не так, как кофе. Он не сбивает сон, и он без этого вот тремора, да, такого вот лишнего, который дает кофеин. То есть здесь нет кофеина, здесь в составе матеин. Матеин такой вот природный, стимулирующий компонент, безопасный даже детям с 3 лет и беременным, кормящим его можно. И его даже давали мне в роддоме с первых дней. Вот я как родила, с молоком подавали маты. У них каждый ребенок, каждый футболист, и они берут вот эту свою колбасу, вот эту вот фильтр, ложку такую внутрь кладут, маты туда засыпают, заливают кипятком, пьют, и они вот так вот по всем людям дают из одной трубки. То есть, если у нас даже кальян курят, муштук там меняют вот эту вот пластиковую штуку, у них нет. Они просто берут и все пьют. И если вдруг кто-то не пьет, если вдруг какой-то гость приехал в Аргентину и не пьет, ему протягивают эту колбасу, типа выпей из моего кубка. Если человек откажется, это неуважение. То есть это неуважение, это что человек брезгует и так далее. Представьте, как у них вот это интересный такой обычай. И маты сначала вот я попробовал, ну какая-то отвратная штука, ну Ну, вот трава это какая-то, траву, да, которую непонятная. заваривают от горла, вот такую, знаешь,
И она такая горькая какая-то была, что-то я не понял. А потом я немножко начал распробовать, и оно реально круто тонизирует. Все футболисты, все люди просто ходят везде без остановок, пьют это мата. Ну вот у нас, знаете, разные менталитеты есть. Кто-то курит, кто-то пьет, бухает, кто что делает. А они просто, ну, вон там турки, например, чай пьют постоянно, а они вот сидят все поголовно и пьют маты. Да, Ну, у прикольно. нас в России со стаканчиками кофе ходят, как-то так принято, да, все их фотографируют, в Инстаграм выставляют, да, вот этот стаканчик, то здесь каждый со своей колобасой и с термосом. Есть даже такие специальные сумочки удобные, куда прям все это ставится, и вот ходят, да, и не лень же, не лень с собой носить эти термоса, колобасы, это же все место занимает. Да, у нас так не носят термос, у нас только в поход, если пошел. Да, Они прям все, да. все носят. А здесь все, Круто, идем дальше. да. Так, давай на кофе посмотрим. Ну, растворимый можно проходить вообще мимо, это не кофе. Так смотри, это... этот растворимый, вот эта баночка стоит 1300, если что. Я даже, честно, не знаю, сколько оно в России стоит, потому что я никогда не смотрю на него. Это не кофе, это же помои. Ну, кто-то, наверное, пьет, не Кто-то сейчас расстраивай. оскорбится. Сейчас кто-то тебе комментарий напишет и скажет: ты, алло, ты что тут Ну. несешь, это мое кофе любимый. Кофе должен быть или в зернах, и ты сам дома перемалываешь его, или хотя бы уже перемолотый. Рекомендация вам от топового задрота кофе. Ну, я люблю кофе. Так, ну что у нас? Например, вот 500 грамм, да? 500 грамм. 20 тысяч, это же 2000 Ну рублей. да, по 2000 рублей в среднем полкило. Это молотый, да? Это молотый, да. Ну, Ну, тут тоже 20 тысяч. Ну, типа скидки какие-то, если это маленькие пачечки. 12 тысяч, 24, вот такая же тоже 24, пачка. да. Ну это килограмм, кстати, по-моему, Вот да? килограмм, Там 2400. Мгм. Так что для любителей кофе в Аргентине кофе не дешевый. 2200, Мгм. 4500, 1300. Кстати, я вот видел такие. Ну да, Но оно очень слушай. маленькое. Ну вот Да. я такое пью, да? У нас сейчас дома вот такая упаковка, да, 250 Даже грамм. меня подсадило на это кофе. И, кстати, Лучше на мата подсесть. я впервые, кстати, у них увидела кофе, как чайный пакетик заваривается. Вы видели когда-нибудь такое вообще? Да, пишите в комментариях, если видели. Я Мы такое впервые вообще это первый раз увидели. вижу. Смотри, просто как чай, но это кофе. Прикольно. Кафе кон лечи, как мы учили, помнишь? Кафе это кофе у них. Да, конлячи с молоком. Мгм. А еще у них, мы когда только приехали, мы хотели купить нормальный там зеленый чай, черный чай, просто в листовой. Но этого у них в принципе не существует от слова совсем, вообще нигде, ни в одном магазине. Все только в пакетиках. Огромное количество пакетов, то есть все в пакетах. И здесь еще помимо маты очень любят аргентинцы ромашку. Как они говорят, транкила, да? То есть Спокойный. они транкильные, да, они спокойные. То есть они вот на маты, они на ромашке Ну, двигаются. кстати, у них и вся вот нация здесь, если взять всех людей, если у нас там много злых, негативных, еще что-то, здесь они просто все вот такие на радости, на доброте, на счастье, на любви. Вы представьте, какие у них энергии. Это так классно Да, вообще, да. просто. Здесь Слов не- очень добрые люди, очень добрые люди. Очень добрые люди. Не хотим отсюда уезжать только из-за этого. Но есть и Но свои минусы, естественно, Минус, здесь. да, конечно, их немало. безусловно. Немало, да? Ну, как например, цены на яйца. и- Да. Яйца каждый Это день. повод уехать из Аргентины. Да-да-да. Нет, и еще там есть повод. Ну ладно, не будем рассказывать. А в этом. памперсы будем смотреть? Да, давай памперсы посмотрим. Посмотрим, вот наши такие марки, которые популярные, да? Ну, в смысле, не памперсы, а подгузники. Это кто? Это памперсы. это Подгузники памперсы. памперсы. Ну, 3100. 40 Так это штук, вообще да, 44. да, 44 штуки маленьких. Давай, тут еще. Ну, вот тоже маленькая упаковка, 3000. Здесь даже скидка какая-то бешеная. Тут вообще 60 тысяч, Да. 6 тысяч. Ну, вот смотри, 60, ну, то есть 6 тысяч рублей получается, 6 тысяч рублей, вот такая вот упаковка. Честно, я, как мама, естественно, я заглядывала на цены Озона, наши российские, ну, так чисто всплакнуть и сравнить. И я знаю, что вот такую вот пачку можно купить за 1000 рублей максимум. Если я ошибаюсь, тоже можете меня исправить. Но здесь в разы дороже. Ну, представь, 6 тысяч. 6 тысяч. Да, и я как этот уже папа, который тоже уже опыт прошел, мы купили эти РНы, блин, и переплевались потом. Не надо покупать много РНов.
Потому Это что- самый маленький размер, да, мы почему-то... мы ориентировались... Нет, еще есть меньше, кстати. Да, мы ориентировались на килограмм, но мы поняли, что малыш у нас крупный, и нужно просто брать на размер больше. Да, у нас просто каждый памперс, это была вообще авария, просто авария каждый. И потом мы не понимали, что мы делаем. Мы, может, не так заворачиваем, может, надо вот так, У может, нас надо все так. время протекало. Да, может, он там неправильно попадает, там он там Это метит, же там мальчик стреляет. все-таки, Да. да. Оказывается, просто надо взять было больше размер. Да. Мы взяли больше размер, и все стало прекрасно. Спим по ночам, все хорошо. Да. Хаггисы, кстати, тоже вот по 3000. Ну, хаггисы, ну, подешевле. Вот здесь, ну, вот такие какие-то они хаггисы подешевле, нам да, не уже? понравились. Да, хаггисы нам не понравились, потому что они вообще все протекали. Какие мы бы не взяли, вот все протекало. Да, нам нравились только памперсы, и потом мы вообще нашли лайфхак. Да. Расскажем? Расскажем, конечно, да пусть лайфхак людям. Мы нашли памперсы местного производства. А это местного, думаешь? Я думал, у нас такие тоже Нет? есть. Не знаю. Я почему-то решила, что они Ну, местные. окей. Бэйби Сек. Да, это просто божественные какие-то памперсы. Дорого. Ой, дешево, сердито, да, как говорится? Ну-ка, смотри, да, они 1500 рублей. 1500? Так они не протекают, это просто Они какие-то просто, самые божественные. они, да, прекрасные памперсы. Ну, сейчас я даже посмотрю, кто это производство. Мне теперь стало интересно. Ну, аргентинец, конечно, местный, да. Фабрика Аргентина. Понятно. Ну, в общем, нам понравилось. Реклама. Да, реклама. Это не реклама, конечно, это наше мнение. И мы просто обалдели, когда мы пробовали все памперсы, все хаггисы, все перепробовали, и тут бац, покупаем какие-то дешевые Самые памперсы. дешевые, Самые да. дешевые памперсы. Ну, может быть, вот эти Эстрелла еще дешевле. Ну да. Но они крутые, мы спокойно начинаем жить, как нормальные люди. Так что, если, кстати, у кого-то тоже такой опыт есть с хаггисами, с памперсами, обязательно пишите в комментариях. Зубная паста тоже интересно. Да, смотри, ну вот наш этот Сенсодин, да. Что? 800 рублей, да? 800 рублей, 900, вы чё? Я лучше буду чистить щеткой просто так. Просто так. Ну, на самом деле, Да шучу, конечно. я продумала и с России привезла сразу много паст с запасом. Тоже 900. Но это листерин. Листерин, он дорогой. Любимый, смотри, твоя слабость. Моя прелесть. Дульче де лече. Да. Аргентина гордится своей сгущенкой. Она считает, что это их национальная сладость. Называется это дульче де лече, то есть ну, сладкое молоко, да, лече это молоко. Ты видела цену? 500 рублей. Да, ну, на самом деле ничего особенного. Вообще, Вообще ничего особенного. ну Мне кажется, наша... сгущенка, и то даже наша вот эта рогачевская, Да. да, если сварить, Так, а в 100 раз намного вкуснее. вкуснее будет. Да, ну вот они прям вот гордятся, и это как сувенир, и у них с этим вкусом дульче де лече, мороженое, печенье. Альфа-хорос, это все да, у них там. ну, то Вообще есть они во всё. все пихают. Да, везде можно увидеть вот эту подпись дульче де лече, дульче де лече. Это вот такая вот, да, у них национальная сладость. Да. Мы один раз буквально, да, брали? Да, мы брали, попробовали и все. А вот Нутелла, например, та же самая, у них опять же импорт сразу маленькая, вообще это микробаночка. Какая-то она. 300 рублей микробаночка. Идем какой-нибудь большой. 790. Вот это вот обычная фигня. Но у нас, наверное, тоже сейчас уже подорожало. Мед. Все время пишут натуральный. Кстати, вот этот выглядит как натуральный. Посмотри, он наполовину засахарился. Да, выглядит, кстати, да, Ну, тут красиво. прикольно. Мы подсели на Мгм. мед вместо сахара. Мы теперь всегда едим мед. Меня жена научила. Я потому что сидел вот на этом сначала. На Ну, вареньях. На варенье. Ну, посмотрите, варенье здесь какое. 770 рублей, 810 рублей. Ну ладно, вот за 240 есть. Цените бабушек и дедушек своих, которые вам делают самое топовое варенье. 800, 700, ну, в общем, вот так. Смотри, наша Ферреро Роше. Как тебе Я цена? уже вижу ценник. Ну, а я, кстати, не знаю, сколько у нас в России стоит. Но здесь Ну, точно не получается 2000 такая 2000. стоит. Скажите нам, пожалуйста, сколько стоит вот такая в России? Ну, короче, не достается, но вот обычно такая коробочка. Вот сколько тут? 20 штучек примерно. 24 написано. А вот смотри, альфа-хороса как раз. Местная их национальная сладость. Вот она, дульче де лече, да? Печенька, прослоечка сгущенки. И в молочном шоколаде, да? Ну, или Да. в обычном. Но, честно, невкусно. Мы брали, мы уже всяких разных пробовали. Ну, нет, и не стоит оно того, и... Да. И не стоит оно того, И и не стоит 1300 того. стоит, и Да. у нас десерты, и печеньки всякие, и эти чокопайки, не чокопайки, все гораздо вкуснее. И смотрите, вот блок, ты видела? Блок, вот эти шоколадки, вот это все волшебное.
Это же что-то вот у них тоже на местном. Посмотрите, как это все дорого стоит. И они без остановок это покупают. Просто без остановок. У них есть отдельные магазины со сладостями, газировками, кока-колами и всем остальным. 3400 рублей, да, она огромная. Да, вот такая шоколадка, вот. 3000, ну как такая шоколадка, даже такая большая, просто в магазине, в обычном супермаркете, 3400 рублей. Если взять маленькие обычные шоколадки, Вот. то есть радуйтесь нашим ценам в России, потому что вот 460, 460, 390, вот эти маленькие по 380, это вообще что? Это вот просто 2 грамма. Вот этот блок. То есть смотрите, вот 450 рублей это вот это. Я не знаю, как это может так стоить, я не понимаю. Мгм. Типа у нас сникерс там рублей сколько, 50, да, стоит? Да, Здесь такая же наверное. шоколадка, только 450. Да, Милка вон по 900. Ну, Милка-то, понятно, конечно, привозная у них обычная. Что вот это такое? Вот большая обычная шоколадка, обычная, 1200 рублей. Ой, давай еще здесь расскажем про то, что у них на каждом продукте, если какое-то избыточное содержание сахара, соли, Жира. калорий, жира, они помечают вот такими вот черными метками Очень на удобно. каждом продукте. Ну, в целом и так, конечно, понятно, что на шоколаде азукар, да, Да. сахар, это тоталис калории, Вот. Тоже калории. соль, да, калории, жир, в общем, чем больше черных вот таких вот меток, тем такой продукт лучше даже в руки не брать. Да, то есть у них сразу видно, что можно и что нельзя, что не еда. Сразу помечено все, не еда, не еда, не еда. Ну, тут, естественно, все не еда. Здесь тоже все не еда. Да. И смотри-ка, взяли Орео и не пометили вот это. Не пометили, все помечено. Молодцы, они помечают плохие продукты, которые не стоит кушать. Самое интересное, что здесь огромнейший Атлантический океан. Просто бери сюда, лови рыбу. И морепродукты все, естественно. А у них прям проблема с морепродуктами. То есть вот смотришь на это все, без слез не взглянуть, конечно, вот даже типа лосось, но он так плохо выглядит, какой-то сушеный. Вот эту рыбку только мы пробовали, какая-то у них обычная, там, не помню, как она называется. Пуся. Вот этот посимпатичней. Но и Пуся. ценники тут тоже заряжены. Это за 100 грамм, если что. То есть это получается, сколько, 100 рублей? Ну, 1000 рублей килограмм. Что тут еще? Креветки вообще тоже без слез не взглянешь. Вот такие креветки. И самое у них, я не знаю, это что-то лакшери, типа у них стоит вот это вот 1500 рублей за килограмм. Крабовые палочки, кому они нужны вообще здесь. В общем, с рыбой у них прям здесь напряг. Кто-то у нас проснулся, Да. потому что мы к молочному отделу подошли, видимо. Он говорит, мороженое хочу. Мороженое, я тоже мороженое хочу. Но, блин, я там занимаюсь сейчас с тренером, и мороженое мне будет зря. Давайте посмотрим на молоко. Молоко, ну вот у нас тут 130 рублей. 130, смотри, тут 130 рублей, а не 180. Ну, кстати, да. И очень вкусное, вот это вот молоко. А давай возьмем. Сейчас возьмем, да, молоко у них хорошее. Пиво хотел взять, Любимый- возьмем молоко. Здесь вот для меня из расстройств нет творога от слова совсем, вообще нет такого продукта. Но есть рикотта. Рикотта буквально вот 2, наверное, фирм, то есть тоже ассортимент невелик. Я приноровилась уже делать с нее сырники. Как-то мы даже пробовали запеканку делать. Ну, в целом неплохо, но просто учитывая, какой у нас выбор творога и фирм, и жирностей, и вкусов, просто миллиард, наверное, да, творога, то здесь, да, здесь просто 0. Вот это грустинка. Грустинка, нормально. Зато здесь есть вот масло. Мне нравится у них масло, причем мы прям знатно подсели на него. Ну, примерно вот сколько это там, 0,2 килограмм, 200 грамм, 370 рублей. Вот такие пачки, они прям очень твердые. Масло вот как в 90-х в СССР, я не знаю. Масло вкусное, реально. И получается за килограмм дешевле, чем у нас, насколько я понял. Мы у них пробовали десерты. Вот видите, как здесь все якобы красиво выглядит. Оно все просто невкусное, прям максимально невкусное. Все кофейни, которые проходишь, все десертные. Да, эти, как они, на панадерии, кафетерии там. Да, они почему-то очень красивые, но стоят тоже нереально денег, но вкуса как такового не имеют. Да, только голый сахар какой-то. Да, Да? и кульминация всего этого безумия в Аргентине с ценами и магазинами, это, конечно, пан. Хлеб? Да, Да. это хлеб. Пожалуйста, пожалуйста. 450 рублей, 380 рублей, 415 рублей, 460 рублей. Подождите, это который выпекают свежий. Вот эти малышки, 420 это килограмм, 450 это килограмм.
А вот если найти отдел с обычным хлебом, вот этот тостовый, какой-то американский, какой-то ненатуральный, Да, у максимально. которого годность примерно полгода. Вот смотри, я уже нашел, вот пан написано, посмотрите, это за одну штуку. Быстро смотрим, 670 рублей. Хлеб, блин, 670 рублей, очнитесь, как жить дальше. Теперь я понял, почему у них много бомжей. Потому что это нереально, мне кажется, нет? Но мы хлеб не едим. Да, слава богу, мы хлеб не едим. Я, блин, лучше по 670 рублей каждый день буду еще инвестировать больше. И денег у нас будет еще на несколько миллионов через 10-20 лет больше. Ну вот, да. Вот, то есть самый дешевый, самый обычный, вот видно. 390 рублей, то есть это прям совсем. Я не знаю, он такой какой-то странненький даже. Интересно, да, Ну котик? вот, в общем, так. 390, 390, 450 и так далее. Так что с хлебобулочными изделиями здесь тоже... О, смотри-ка. А смотри, тут любимые эти юпи. Просто, мне кажется, у нас в России уже только такое в 90-х годах продавали. А тут это реально популярно, и в каждом магазине можно увидеть вот эти пакетики. Смотри, апельсины. Люди это покупают. Блин, давай реально- возьмем. Ой. Я знаю, что это А химоза. что ты Мы- понимаешь, что там даже у тебя язык, желудок прокрасится? У тебя... Я вспомню детство, это же как в 90-х. Это Да же... ну зачем? Ну попробовать, вдруг оно такое же, как Юпи Инвайт. Голый- Юпи Инвайт. голая краска. Признавайтесь, в 90-х, мне кажется, все пили. Вот еще есть какой-то. Еще один интересный момент, у них нет полиэтиленов, просто пакетов разных, у них вот такие сумки. Ну и они сделаны из какой-то, из эко-материала, в общем. Gracias. Вообще, если честно, я думаю, что мы будем на этом уже завершать. И мы, когда сюда приехали, нам показались просто дичайшие цены. Ну вот, когда мы увидели вот это на туалетную бумагу, какие-то там напитки, яйца, хлеб и так далее, мы подумали, что все очень дорого, просто цены какие-то неподъемные, и жить здесь очень дорого. Но так как мы уже здесь прожили 4 месяца, мы можем с уверенностью сказать, жить здесь точно так же можно спокойно, примерно на те же деньги, как и в России, потому что некоторые товары реально дороже, а некоторые товары намного даже дешевле. И здесь можно намного правильнее питаться и более здоровой пищей, потому что здесь, ну правда, натуральное мясо очень хорошее и стоит дешевле, чем в России. Здесь овощи и фрукты натуральные, свежие, салаты, и вот это все здесь очень-очень здорово. Поэтому цены приемлемы, жить можно. Так что если будете собираться в Аргентину, обязательно, конечно, подписывайтесь на нас и смотрите другие видео, потому что здесь очень много про Аргентину. Мы еще покажем вам всю Аргентину, не только Буэнос-Айрес, не только жизнь в Буэнос-Айресе, но и вообще, что происходит в Аргентине. И устроим даже путешествие. Мы покажем вам места, куда практически не захаживает нога человека. Очень мало людей там бывали, а мы туда отправимся. Так что поехали по миру вместе с нами.